Всем привет! Вы на канале Lovecraft. Этот канал посвящен одноименной творческой мастерской, где я и мой пушистый напарник делаем красивые вещи своими руками. Обрати внимание на мою коллекцию ножей, это полностью ручная работа. Каждая деталь ножа сделана собственными руками в своей небольшой мастерской. А сюда посмотри, такого ты точно нигде еще не видел. Это нож-револьвер с вращающимся барабаном. На его создание меня вдохновил пистолет Кольт Миротворец. А это нож Легенда ПМ. Выполнен из нержавеющей стали и латуни. В его рукоятке есть даже коробок со спичками. Видео о создании и сборке этих ножей ты можешь найти у меня на канале или по ссылочке в описании. Помимо ножей, я также еще занимаюсь гравировкой топоров и любых металлических предметов. Зацени, это топор «Одинокий волк». Сделал его я из старого советского топора, нанес гравировку и кастомизировал рукоятку. Есть еще вот такой вариант с запрещенным символом, хотя на момент создания топора этот символ был вполне легален. Но и гордость всей коллекции — это нож Маузер и ножны к нему. К сожалению, этот нож — это не моя разработка. Я увидел картинку в интернете и захотел себе сделать такой же в свою коллекцию. Но я попрошу не кидаться в меня за это тапками, а наоборот, поставить лайк и подписаться на канал. Ведь даже самые великие музыканты сначала играли Цоя и лишь потом начали сочинять свои произведения. Все эти произведения искусства я делаю тогда, когда на улице пасмурно. Я закрываюсь в своей мастерской и начинаю творить. Но пока на улице лето, теплая погода и светит солнышко, я строю домик в лесу. Кстати, пойдем я тебе его покажу. Знакомься, это лесной домик Лавкрафта. Построен он из обычных палет и бревен, а также другого стройматериала, который смог найти поблизости. Посмотри, как тут уютненько. И деревья растут, и даже есть собственный тигр. Теперь я тебе предлагаю заглянуть вовнутрь и оценить мой интерьер. Заходи, посмотри. А внутри намного интересней. Посмотри, какую печь с мангалом я собрал из обычных кирпичей и кафельной плитки. А как тебе стена из березовых спилов? А это мой трон, сделанный из обожженных досок от палета. В нем есть даже ящички для хранения. Также сделал столик, ведь помимо инструментов и крафта, я еще люблю пожрать. И пока ты там захлебываешься слюнями, я приготовлю гарнир к шашлыку. А именно, это будет запеченная морковь и картошка. И если ты там не захлебнулся, продолжим экскурсию. Смотри, какой водоемчик у меня здесь есть. Деревья растут, красота. И даже есть скульптура Арнольда Шварценеггера с факелом и фонтаном. Обед готов. Всем приятного аппетита. И пока ты кушаешь, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ведь, как ты уже понял, здесь много чего интересного. На постройку всех сооружений на этой локации я потратил все лето. Но это было лучшее лето за все мои предыдущие года жизни. Помимо построек, я эту локацию украсил целым лесом елок и других растений. Ну вот и все, дом построен, деревья посажены. Осталось только переодеться и встречать гостей. Как утверждают настоящие женщины, что настоящий мужчина должен. Это родить сына, посадить дерево, построить дом. Как ты мог заметить, дом и дерево у меня есть. Займемся теперь последним пунктом. Но это совсем другая история.